Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы снова радуемся нашей новой встрече с вами, уважаемые подписчики. Искренне желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, а также удачного посевного и посадочного сезона 2022 года. У нас сегодня очередной агрогороскоп на март 2022 года. И он посвящен посадке картофеля. Вот о посадке картофеля это будет первый агрогороскоп, а также благоприятным дням выкладывания семенного картофеля на яровизацию будет посвящен второй агрогороскоп. Первый агрогороскоп посвящен посадке картошки. Но он, посмотрите внимательно, разделен на две части. В верхней рамочке мы выбрали и поместили это те благоприятные дни, это то самое продуктивное время для посадки картофеля, урожай которого будет затем уложен на хранение. Об этом нас попросили подписчики-тепличники, которые сами себя обеспечивают также семенным материалом. Или же продают уже позже период, когда картофель имеет большую цену. Также есть у нас просьбы огородников южных, теплых регионов, которые выращивают ранний картофель как первую культуру, а затем высаживают рассаду капусты, перца и других овощных растений. В основном это те, кто часть молодого картофеля продает для получения ранней продукции, для продажи или для потребления картошки в короткие сроки. Это у нас внизу красная рамочка, внизу в нижней части листа. А теперь приступим к рассмотрению агрогороскопа. Он составлен на основании различных испытаний, исследований, экспериментов двух последних лет, когда мы все время вам говорим, что мы проводим эксперименты, мы изучаем новые условия, и вот эти новые условия здесь работа и солнечного календаря, и лунного календаря, и некоторых планет. Очень интересные. Я просто сейчас очень много информации, мы ее анализируем и выдаем в кратком виде для того, чтобы вы уже понимали, что происходит с нашей природой, с климатом, с нами, ну и с тем, что мы выращиваем для себя или же для продажи. И мы выбрали только те периоды, которые дали самый лучший результат. Первый период 6, 7 и 8 марта. Солнце в это время будет находиться в 17, 18 и 19 градусе, соответственно, знака, в это время знака рыбы. А Луна будет находиться в знаке Телец. Значение 17 градуса рыбы – самоусовершенствование. Я кратко даю характеристику знака градуса. 18 градус – это большая отвага, 19 градус – большого энтузиазма и гармонии. Это время выпадает на середину первой фазы Луны. Хотя Луна растущая, да, она растет, только начала, но это время после новолуния сразу и после дней Гекаты, когда Луна только-только родилась. 6, 7 и 8 марта Луна, только родившаяся, будет находиться в плодородном знаке Телец. Это знак стихии Земли, и это знак корня. А это также продуктивное время для корешков и вершков. Поэтому вы сегодня видите как раз вот это время 6, 7, 8. До этого мы говорили о том, что хорошо для посева томатов, перца, баклажана. Сегодня мы можем использовать также этот период для посадки картофеля. Все, кто с нами в 2021 году высаживали картофель 14 апреля, вспомните, как это было, тогда солнце было в 26 градусе Овна, и при Луне только родившиеся в знаке Телец получили, как и мы, добротный урожай картофеля.
Этот опыт мы можем продолжить и в этом году. В 2022 году Солнце еще в лучшем положении, в продуктивных градусах знака Рыбы. Есть еще один день для посадки картофеля, который будет выращен для длительного хранения. Это 26 марта, с момента восхода и до захода солнца. Кстати, вот эти дни 6, 7, 8 тоже используйте световой день. В данном случае 26 марта Солнце будет находиться в 7 градусе Овна. А значение этого градуса – стремление всегда находиться в движении. Для растения это очень важно. Луна убывающая, но будет в знаке Козерог. И это очень хорошо. Это время стихии Земли. Дни корня, как и телец. Очень хорошее сочетание солнечных и лунных энергий для этого периода 26 марта. А теперь два периода, когда можно высаживать картофель для получения раннего урожая, но он не будет долго храниться. Это вот красная рамочка и написано «ранее для продажи». И начнем мы его рассматривать вот с этих первых дат 21 и 22 марта. В это время Солнце будет во 2 и 3 градусах Овна соответственно. Это начальная энергия Солнца в огненной стихии. 2 градус Овна дает картофелю выносливость, 3 градус Овна – плодовитость. Луна, убывающая в это время, будет в знаке Скорпион, в знаке Орел. Все предпосылки для получения хорошего урожая дает еще один день, 29 марта, с 9 часов утра и до захода Солнца. Солнце будет находиться в 10 градусе Овна. Значение 10 градуса Овна – творческая сила для развития растений, творческая созидательная энергия от Солнца. А убывающая Луна будет в знаке Рыбы. И это 4-я фаза, также хорошо для корнеплодных овощей. Итак, вы можете использовать все 4 благоприятных периода для посадки картофеля в марте 2022 года. Но помните, что хорошо будет храниться в благоприятные дни картофель, если вы вырастите и будете закладывать на хранение, это нужно выбрать 6, 7, 8 и 26 марта. Картофель, посаженный 21, 22 и 29 марта, будет урожайный, но он предназначен для потребления в свежем виде. Здесь энергии Солнца в огненном знаке Овен еще слабы, они находятся в начале знака. Зато в это время будут преобладать энергии стихии воды, благодаря лунным энергиям. А теперь агрогороскоп яровизации картофеля в марте 2022 года. Кто первый слышит слово яровизация, это период закладки картофеля из погреба выносим то ли в теплицу, то ли в дом для того, чтобы озеленить, подготовить картофель к посадке. Итак, хорошие периоды, мы уже их выбрали, и вот мы с ними сейчас вас познакомим. Первый хороший период – это Овен, растущая луна. Новолуние у нас 2 было марта, 5 марта – хорошее время, весь световой день. Теперь я буду вам всегда говорить эти фразы. Весь световой день от восхода и до захода или определенное время. Телец, растущая луна. 6 марта можно выносить картофель на яровизацию с 12 только часов и до захода солнца. Солнце вот так у нас в кружочке с точечкой в центре обозначается. 7 марта весь световой день, а вот 8 марта с восхода солнца до 16 часов. Еще один период, буквально через следующие сутки, 9 марта в Близнецах при растущей луне можно использовать для яровизации весь световой день. Следующий период – это уже нахождение растущей луны в знаке Лев. 14 марта весь световой день, 15 марта с восхода солнца до 13 часов. В Стрельце убывающая луна также можно выносить картофель на яровизацию. 23 марта весь световой день, 24 марта с восхода солнца до 15 часов.
И в Козероге еще можно будет подготовить картофель, выкладывать картофель на озеленение 26 марта весь световой день. Как видите, у нас есть возможность в начале месяца вынести на аэровизацию и посадить, допустим, вынести 5 марта, посадить 26 марта. Если есть такие условия, то можно использовать вот этот период. Или же вынести на аэровизацию в марте месяце, а высаживать, потому что минимум нужно месяц, 3 недели, месяц для того, чтобы прошел вот этот процесс подготовки картофеля до посадки. И вот можно будет, выставив в марте, естественно, использовать уже лучшие дни для посадки в апреле 2022 года. Вот такие сегодня у нас агрогороскопы. Они очень важны для того, чтобы мы получили хороший урожай картофеля. И мы уже их составили, еще раз говорю, на основании опыта 2 лет, когда мы изучали, как работают энергии Солнца, Луны и некоторых планет. Особенности нас интересовала планета Венера. Ну и будем дальше изучать остальные планеты, как они воздействуют на то, что мы делаем с нашими растениями. Это очень интересный процесс. И думаю, что через пару лет это будет везде на слуху, и каждый будет легко выяснять все вот эти интересные вещи и планировать свою жизнь для того, чтобы жизнь была легкой, мирной, гармоничной, и ваше тело было здоровым, и вы все время были счастливы и радостны, а не находились в этом состоянии хаоса, в котором мы находились в эпоху рыб, и только чтили энергии Луны. Ну что ж, наш выпуск подошел к завершению. Если вы не подписались, подписывайтесь на наш канал. У нас очень много нового интересного впереди ожидает. И также ставьте комментарии, лайки, пишите комментарии. Это и есть ваша оценка нашего труда. Благодарим вас за ваш труд. Вы очень активно участвуете в наших видео и задаете активно очень вопросы. Мы стараемся на них всегда ответить. Единственная у меня просьба, если новые вопросы, я не могу возвращаться к старым видео, потому что у меня YouTube показывает новые комментарии. Если вы не видите ответа, еще там вот те остальные были вопросы и целая цепочка этих вопросов, пишите заново на новом видео, и я вам сразу же отвечу. Ну вот такое объяснение, то, что у нас в процессе работы появляются какие-то вопросы, какие-то проблемы, мы стараемся их решить вместе с вами, двигаемся только вперед, используя благоприятные вот эти прекрасные гармоничные энергии нового периода, новой эпохи Водолей. Мы прощаемся с вами до следующего всего-навсего выпуска, до завтра. Авторы канала Раиса Гриченко и Александр Волик желают вам всего самого доброго. Пусть каждый день для вас будет радостным, счастливым и приносит вам замечательные, приятные, прекрасные новости для вашей хорошей жизни. Пока-пока!